паника страшная. Прямо сейчас выключусь от этого, и перед глазами все вот это то, что я насмотрелся в новостях. Вот примерно так я узнал, как весь этот ужас начался. И от того кошмара, который тогда навалился, у меня впервые в жизни случилась паническая атака. Прямо там, в коворкинге, я понял, что у меня сейчас лопнет голова, у меня бьется сердце. Я выбежал на улицу, просто там, типа, умылся снегом. А это как бы какой-то кусочек, там, типа, 5% времени. Там, у кого-то еще меньше. Я имею в виду ресурса. Не времени, там, денег, времени, чего-то такого. Вот. Остальным мы занимались там своей работой, своими делами, своим там, искусством, там, что-то семьей, вот это все. И вот мне кажется, что вот этот ресурс, который мы то ли пожадничали, то ли поленились, то ли просто на авось на русский надеялись, или что-то случилось, вот мы его, короче, не дали, и это факап целого поколения россиян. Меня зовут Александр Севиченко, я 82-го года рождения, работаю программистом, медиахудожник, музыкой много занимаюсь, у меня есть проект «Соло-оператор» и очень много программирую. Гражданство Россия, и оно одно у меня, российское гражданство. Какой национальности? Я по национальности сложный, кстати, вопрос, потому что я скажу, что я русский, и так, наверное, написано в моем свидетельстве о рождении, которое давно не видел. Но у меня в дедушках и бабушках есть русские, татары, украинцы и сибиряки. Поэтому собрать из этого какую-то единую национальную идентичность и сказать, кто я, у меня не получится. Мое нынешнее отношение к определению «русский» – это хороший вопрос. Ну, даже я не скажу, что оно сильно поменялось в связи каких-то там последних событий. То есть это, конечно, скорее всего, представитель русской культуры, прежде всего. Человек, который ее в себе несет, человек, который ее множит, развивает, меняет. Именно культурная часть, она как бы самая важная вот в этой идентичности, которая может быть, это как раз не флаги, не территория, не там, даже не сторона конфликта вооруженного, даже не это не может не влиять никак на то, кто русский, кто нет, а принадлежность к культуре, да. Вещи своими именами надо называть, если люди умирают, если летят постоянно ракеты, если есть беженцев несколько миллионов, если насилие и вообще вот весь этот букет ужаса, который связан с войной, то это точно война. Как там старое выражение про если что-то крякает, выглядит как утка, ведет себя как утка и плавает по воде, то это, скорее всего, утка. Вот. Ну, вот здесь все тоже подходит под войну. Есть юридический аспект, что в нашей Конституции написано, что развязывание войны – это преступление. До этого смотрел трансляцию Путина, когда он, значит, подготавливал почву, 21-го, по-моему, числа было, или 20-го. Вот. И то есть я понял, что реально пиздец сейчас будет. Вот. Но как бы то ли надежда была, ну что-то такое. Но в общем я помню, что с этого похмелья я вдруг получаю это сообщение, лезу и следующие 3 часа провожу в листании новостей в попытке просто понять, это что, реально правда сейчас все, что происходит. И от того кошмара, который тогда навалился, у меня впервые в жизни случилась паническая атака. Прямо там, в коворкинге, я понял, что у меня сейчас лопнет голова, у меня бьется сердце. Я выбежал на улицу, просто там, типа, умылся снегом. Паника страшная. Прямо сейчас выключусь от этого, и перед глазами все вот это то, что я насмотрелся в новостях. Вот примерно так я узнал, как весь этот ужас начался. У меня отец из Луганска. И, соответственно, дедушка, бабушка. У меня дедушка был председателем облсполкома Луганской области в советское время. Шишка, которая как бы... Он не шишка, он ученый, который
по научной лестнице угледобычи, строительства шахт, разработки механизированных устройств для всего этого. Он сделал карьеру прям вот с низов до верхов. Папа вот переехал в Москву учиться оттуда, а вся остальная семья по отцовской линии осталась там. Когда уже 2014 случился, то всем пришлось резко уехать из Луганска. На следующий день после вот этого обстрела Горсовета они как бы поняли, что дело плохо, и экстренно оттуда уехали. Вот, пришлось оставить там 2 квартиры, гараж, 2 автомобиля, короче, вот просто вот все бросили, как бы, и сорвались. Вот, ну и там началась дальше ЛНР, там все, как бы, ничего оттуда не достать, на тачках наверняка на этих там военные уже ездили. В общем, короче, они все это бросили и начали как бы заново строить жизнь в Киеве. Заново бизнес там что-то делать, пытаться, то все. Купили 2 квартиры, и тут джекпот. Одна в Буче, другая в Ирпене. Двоюродная сестра, ей, можно сказать, повезло, потому что она как раз жила в Буче у них. Дом, ну типа, когда эти маленькие дома, как это, таунхаусы называются или что-то такое. Буча очень красивое место, она говорит. То есть это такой по-европейски отстроенный малютка-городок, окруженный лесом. А сама сестра поехала посидеть с собачкой брата, пока тот, значит, на какую-то конференцию предпринимателей изгоняют в Дубае. Войска очень быстро оказались. Отрезали Бучу с Ирпенем от Киева, и тетя с сестрой оказались разделенные. Если я не ошибаюсь, 16 марта получилось как бы ее уговорить, и как раз совпало с гуманитарным коридором. Там даже не коридор, а просто они как-то вообще выбрались там сами, типа, и вытащили ее к сестре. Обеих этих квартир нет, оба дома, фотки, их просто, ну как бы, один сгорел, вот, высокоэтажка в Ирпене, а в Буче там, короче, прилетело что-то не то. В Киеве они тоже решили не оставаться, и они уехали сначала куда-то на запад, Трусковец, такой там туристический городок, но денег надолго там не хватает. Вот, и у них есть друзья, которые уехали в Германию, когда все это началось. И они им оставили дом на юге от Киева, куда-то там километров 100. Вот, и сейчас они в тихом, безопасном месте. Видимо, из-за чувства вины или что-то такое, им всем как бы страшно даже обращаться, особенно когда эта резня произошла в Буче. Я как бы пишу Наташе, типа, блин, ужас. Она мега адекватная, она ни капли никакого обвинения, никаких вот этих настроений антироссийских. Ваши правители козлы, наши тоже не очень хорошие. Вот, как бы делят что-то, мы страдаем. То есть у них такой взгляд отстраненный. Говорит, мне, говорит, сейчас самое главное, что мои родные и близкие все в безопасности. Дядя тоже там потерялся. 77 лет он стартанул из Киева в Германию. Вот. Пропал на 10 дней, потому что ни телефона, ничего там, никакой связи. Вот. Все его потеряли, испугались. Он оказался на самом западе Германии. Прислал фотки с красивыми домами. Говорит, все, я здесь в лагере тоже, в убежище. Есть ли у меня чувство вины? Есть. Я его прям недавно нащупал. Прям даже помню 3 дня назад. В пятницу. Элемент коллективной ответственности, который так на всех как раз русских, россиян накладывается. И он мне не нравится, потому что я не люблю понятие коллективной ответственности априори. Некорректно судить по групповому признаку людей и возлагать ответственность на целую группу людей, если только часть этих людей что-то делала. Это неправильно. Как бы зная, что вот так это может закончиться, если бы, например, знали, я уверен, что многие из нас бы приложили бы больше усилия. То есть это не то, что там пойти сразу же в политику давиться или что-то такое делать. Максимальную поддержку, которую мы делали каким-либо силам, противостоящим этому аду, будущему, мы делали там какими-то переводами, либо ходили на митинги или что-то такое. Это как бы какой-то кусочек, там, типа 5% времени, там, у кого-то еще меньше, я имею в виду ресурса, не времени, там, денег, времени, чего-то такого. Вот, остальным мы занимались там своей работой, своими делами, своим там, искусством, там, что-то семьей, вот это все. И вот если бы этот кусочек увеличили раз в 10, например, это было бы не 5, а 50%, не 3, а 30%.
и сделал бы целое поколение, вот, грубо говоря, наше, которое там типа 80-й год, там, 90-й, ну, то есть кто в расцвете сил, у кого есть прыть и желание построить будущее, свою старость или что-то такое. Вот, я понял, что, вот, грубо говоря, что мы свернули не туда, мы все поняли где-то, когда еще болото случилось, вот этот момент общественного понимания, что сейчас вот поезд под названием Россия не на ту, короче, колею встал. И тогда что-то все в раз и ушло. И мы все тогда такие, ну ладно, типа дальше посмотрим, что будет. И как-то потом был 2012, когда Путин опять заново стал президентом, и нам стало уже четко понятно, что мы свернули не туда. Потом 2014, и как бы, и вот мне кажется, что вот этот ресурс, который мы то ли пожадничали, то ли поленились, то ли просто на авось на русский надеялись, или что-то случилось, вот мы его, короче, не дали, и это факап целого поколения россиян. Просто вот не хватило. При этом, как бы, я себя там типа успокаиваю, говорю, блин, ты 4 года работал за треть или четверть зарплаты, которую мог бы получать, потому что это был как раз проект по декларациям чиновников, это была антикоррупционная, как бы, ну, не борьба, но как бы работа антикоррупционная. И то есть мне как бы, в принципе, я могу себе сказать, что я тратил до хрена ресурса, но все равно считаю, что недостаточно, потому что никакого эффекта это не произвело. Хочу ли я уехать, это самый сложный вопрос для меня в данный момент, потому что я не хочу уезжать, но мне нужно уехать. И это меня очень сильно беспокоит, несоответствие какое-то. То есть, на самом деле, это странная штука. Я хочу уехать из России давно. И в тот момент, когда началась война, это чувство, понятное дело, сильно обострилось, еще сильнее. Я думаю, вот. Есть на уровне интуиции какая-то важность момента того, что происходит сейчас здесь, в России. И это очень, можно даже так цинично сказать, с художественной стороны очень ценный момент. Потому что можно как бы отрефлексировать, сопереживать или участвовать даже в каких-то событиях. Когда началась война, мы встретились там в компании музыкантов просто на кухне, как будто это какой-то советский период, когда люди сидят на кухне, потому что у них там еще нету то ли телефонов, то ли там боятся прослушки или что-то такое. Вот, но это какое-то совершенно магическое состояние. Хочется это как-то прочувствовать, с одной стороны. А с другой стороны, есть ощущение, что так как сейчас все уезжают, и очень много классных людей уехало, просто кошмарное количество, то здесь может просто место опустеть, и как будто бы есть какая-то опять вот эта самая ответственность за то, чтобы остаться и продолжать делать то, что я делаю, то, что мы делаем с Катей, с супругой моей, что в этом есть новый смысл, как художественной практики, так и образовательной практики, что все это становится 10 раз ценнее в тот момент, когда как раз государство забрело не туда совсем. Это то, для чего стоит оставаться, потому что оставаться просто нет смысла. Уезжать приходится по двум причинам. Одна негативная, другая позитивная. И это как плюсик-минусик, как бы конкретно ставит вектор, куда и с какой скоростью двигаться. Отрицательный момент первый – это то, что моя предыдущая работа в Transparency International накладывает некий отпечаток на мое текущее положение. То есть как бы ничего конкретного, но вот сейчас там, например, оформлен список людей, сотрудничавших с иноагентами. Он как бы ничего никаких не накладывает вещей, но все понимают, зачем это делается. Вот. И ну как бы я с тех пор все еще здесь, и ничего не случилось, мне не позвонил никакой там эшник или что-то такое, никаких списков я себе не нашел, но как бы очевидно, что это наша дебильная бюрократическая машина, она просто будет это долго развивать, но потом разовьет. И этот список заработает, и туда внесут этих там несколько тысяч человек, и вот где-то в первой там 1000, во второй я буду. И это негативный момент, но он даже не очень сильный, я это как бы пережил бы, как минимум до обострения я бы это пережил. А позитивный момент, он тоже такой, это условно позитивный, я
Прям в феврале вышел на новую работу, как раз Transparency сменил на другую. И очень классно все, мне нравится и команда, и нормальный заработок, и я успеваю заниматься своими проектами параллельно. То есть вот все сложилось, я подумал как раз наконец все складывается в жизни хорошо. И с началом войны существенная часть клиентов той компании, в которой работаю, сказали, что ни один технический сотрудник не должен иметь с мая доступа до данных. То есть вот все, что хотите делайте, перевозите их куда угодно, нанимайте в других местах, но эти данные не должны быть доступны в России и Беларуси физически. Буквально через 3 дня я покину Россию, и при этом я даже не знаю насколько. Возможно, я вернусь сюда прям через месяц-полтора, а может быть через полгода, а может быть и совсем потом. Все планы разрушены к ебеням, не все это сломалось, то, что долго строили, оно еще не ломается, но ты уже понимаешь, что оно не выживет. Кучу таких вещей, но это как просто бытовой дискомфорт и бытовое негодование, что какие-то люди могут взять и перечеркнуть просто огромному количеству людей будущее. То, что я посоветую тем, кто остается. Короче, тем, кто не готов с этим. На самом деле, тех, кто остается, стоит тоже, для того, чтобы им посоветовать, надо их тоже разделить на разные группы. То есть тем, кто остается и кому все нравится, вперед, пожалуйста. Вот. Ну, советую одуматься, конечно, но там, это просто, опять-таки, вопрос выбора веры. Они так выбрали, так верят, спорить с ними уже устал, и бессмысленно это, как оказалось, поэтому, окей, что, выбрали, давайте. Тем, кому это не нравится, они тоже на 2 группы. Это те, кому это не нравится, и они не чувствуют сил противостоять. Уезжайте. Только обдуманно, не срывайтесь, вот как куча людей, которые сейчас уехали в Тбилиси, в Ереван, и сейчас возвращаются назад без особого желания. Самый дорогой отпуск в жизни. И тем, кто чувствует силы, что ни в коем случае не уезжайте, тратьте эти силы здесь. Здесь вы пригодитесь в образовании, в борьбе за что-то. Будьте аккуратны, но не окажитесь за рубежом, как будто бы вы там что-то можете сделать, потому что если хочется и нужно, и вы чувствуете что-то сделать, это здесь будет гораздо более нужным действием. Все социальные связи нарастут, все это вернется, и даже можно сохранить свою культурную идентичность другой, если правильно выбрать страну, все можно сделать. Оптимизм вам, уезжающие.